Всем привет! Казахстанский певец Дин Мухаммед Канатулы Кудайберген, известный миру как Димаш Кудайберген, который полюбился уникальностью своего голоса не только казахстанцам, но и всей планете, дал интервью изданию Hello, в котором рассказал о своей личной жизни и об увлечениях, которым посвящает время в перерывах между выступлениями. Друзья, для тех, кто еще не знает этого замечательного певца, отмечу, что карьера Димаша в качестве певца началась в 2 года, когда он впервые вышел на сцену в Актобе, городе, в котором он родился. После того, как он стал профессиональным певцом на родине и получил долгожданный гран-при на Славянском базаре в 2015 году, казахстанец решился покорить Китай, где принял в 2017 году участие в конкурсе I'm a Singer. В тот момент его наконец-то смогла увидеть многомиллионная аудитория, которую он покорил, исполнив всего одну композицию в первом туре конкурса. При этом он являлся самым молодым участником конкурса, а другие конкурсанты были лучшими вокалистами азиатской сцены. В конкурсе было 12 туров и финал. Из важнейших особенностей правил конкурса можно выделить то, что каждое выступление артиста должно было отличаться от остальных, как по музыкальному жанру, так и по сценарию. При этом все обязаны были петь вживую. Совсем не огорчает тот момент, что Димаш занял 2-е место с политически вежливым отрывом от 1-го места в несколько тысячных пунктов. Ведь в душе всех, кто наблюдал за конкурсом, его признали как безусловного победителя. Стоит добавить, что только после участия Димаша конкурс, исторически направленный ранее лишь на азиатскую аудиторию, приобрел мировую славу. И уже в 2018 году организаторы изрядно преобразовали его правила, назвав его с международной краткостью «Singer». Сейчас поклонников Димаша Кудайбергена можно встретить в более чем 140 странах, а численность мирового фан-клуба составляет более 10 миллионов человек, и ежедневно количество любителей его творчества растет. Димаш уже собирает многотысячные стадионы и выступает на самых именитых концертных площадках мира. Летом текущего года известный казахстанский певец выпустил свой первый альбом, который стал платиновым за рекордные 7 секунд. Также в начале этого года наш герой отправился в Америку, чтобы стать участником шоу The World's Best. Жюри конкурса, в числе которых были известные в мире личности, были поражены масштабами таланта казахстанца. Однако победителем проекта Димаш так и не стал. Он принял решение покинуть шоу и отдать победу более молодому участнику конкурса. Как ни странно, после участия Димаша правила этого конкурса также кардинально изменились. А Димаш, как обычно, остался верен своей культуре и воспитанию. Единственное, что изменилось, это то, что Димаш сообщил, что впредь ни в каких конкурсах участвовать не будет. Оно и понятно, ведь ни один конкурс не приспособлен принимать настолько выдающегося певца, потому что у него просто нет конкурентов. После чего на радость Диерс, именно так называет Димаш своих поклонников, началась череда сольных концертов и выступления артиста по всему миру. Недавно Димаш посетил и российский город Сочи, где стал почетным гостем на концертах международного конкурса молодых певцов «Новая волна». А также он стал хедлайнером и в серии юбилейных вечеров, посвященных композитору Игорю Крутому, который буквально раскрылся, начав сотрудничество с Димашем, и выпустил для певца уже несколько мировых хитов. Итак, что же интересного Димаш рассказал в этом интервью? Давайте узнаем. Казахстанец учтиво напомнил, что график его очень напряженный, и это его не расстраивает. Он всегда готов выйти к своей аудитории. Утром могу проснуться в Китае, в этот же день полететь в Америку. 14 часов пути, и мне сразу на сцену живое выступление. И я к этому всему буду еще психологически себе накручивать, ничего хорошего не выйдет, рассказал Димаш. Певец отметил, что на сон в среднем он тратит 4 или 5 часов в сутки. По его словам, сон помогает восстановить голос, поэтому отдых – важнейшая часть графика любого артиста. Помимо этого, Димаш отметил, что он уделяет особое внимание и другим аспектам своей жизни, которые помогают сделать его голос лучше. Пение – это 3 в одном – творчество, умственный труд и физический труд.
Чтобы правильно брать ноты, нужно держать себя в форме. Но в настоящее время со спортом у меня так себе. Сейчас я чемпион мира по распиванию колы и поеданию нервов организаторов. Шучу, по поеданию бишбармака, посмеялся артист. Также он отметил, что является любителем не только казахстанского национального блюда, но и утки по-пекински. Однако сам певец готовить не любит, потому что считает, что это не мужское занятие. А вот от просмотра сериала «Кухня», по его словам, не откажется. Димаш также рассказал об одном из своих желаний, от которого он отказался из-за мамы. Хотел купить мотоцикл, но родители не одобрили. Мне без 5 минут 30, но мама... Точнее скажу так, ответственность и мысли о том, что она будет переживать, меня остановили. Ведь так кайфа не поймаешь, сказал Димаш. Несмотря на это, по словам певца, он является большим любителем экстремальных развлечений. Но много развлекаться не приходится, поэтому он старается реализовать задумки в творчестве, что у него получается как ни у кого лучше. На своем концерте в Казахстане придумал появиться на сцене, спрыгнув с крыши стадиона, как в банджи-джампинге. Это была высота 10-этажного дома. В один миг камера снимала меня там, а потом в доли секунды я оказался внизу, вспоминает певец. Однако к своему голосу Димаш относится более трепетно. Чтобы избежать каких-либо проблем со здоровьем, он перестал пить напитки в холодном виде. Холодный не пью уже 10 лет. Друзья смеются, когда я заказываю колу и прошу к ней кипяток, отметил артист. Но на этом забота о голосе не заканчивается. По словам Димаша, у него есть наставник, с которым он постоянно тренирует свои голосовые связки, и который может дать ему своевременный совет, если со здоровьем вдруг возникают какие-то проблемы. Певец рассказал, что помимо наставника в его команде есть стилисты, однако их выбор не всегда соответствует ожиданиям артиста. Иногда приносят такие наряды, которые я в жизни не надену, какие-нибудь шорты, но это не соотносится с моим репертуаром и с моим мироощущением. Я простой парень из Актобе, а не про все эти тренды, размышляет Димаш. Еще одной неотъемлемой частью жизни известного певца являются поклонники. Одной из самых запоминающихся встреч с фанатами для Димаша стал его первый в Китае день рождения. Я арендовал небольшой зал на 3-4 тысячи человек, и мой местный фан-клуб пришел меня поздравить. Мы пообщались, поиграли во что-то, я им попел. А потом мне надо было ехать на репетицию, и они сделали так, что абсолютно весь наш путь в студию был в моих портретах. Они были на билбордах, на высотках. Это было невероятно, делится воспоминаниями исполнитель. По словам певца, наибольшее внимание он уделяет своей деятельности именно в Азии, а лишь потом в США и в России. А вообще для Димаша не имеет значения, перед кем петь. Он ко всем относится с большим уважением и любовью. На одном из концертов он сказал, что является фанатом своих фанатов. Однако для него стало настоящим сюрпризом, что у него есть фанаты даже в тех странах, в которых он еще не выступал. Одной из таких стран, например, стала Исландия, когда артист прилетел с командой для съемок клипа «Знай». Во время работы над этой композицией ему довелось сотрудничать с такими известными людьми, как Михаил Гуцериев, Игорь Крутой, Алан Бадоев. Мне невероятно приятно быть причастным к творчеству всех этих людей. Я считаю Игоря Яковлевича по-настоящему гениальным композитором. Все его песни от сердца к сердцу. А в стихах Гуцериева всегда есть определенная история, высокая, философская, рассуждает певец. В интервью журналисты издания по неосторожности коснулись и личной жизни артиста, на что, как обычно, получили достаточно категоричный ответ. Это закрытая тема. Я давно для себя решил. Единственные люди, кто будут знать об этом, это моя семья. Не считаю, что для этого надо как-то по-особенному скрываться. Искренне верю, что достаточно будет не афишировать, сказал Димаш. В завершении беседы Димаш рассказал, чем занимается в нерабочее время. По его словам, он просто лежит и читает. На данный момент певец увлечен великим произведением «Путь Абая». Перечитываю ее уже в 4-й раз. Первый был в 9 классе. Осилил 2 тома, но ничего не понял. А с возрастом все воспринимается иначе.
Это та книга, после которой чувствуешь себя окрыленным, отметил певец. Друзья, подводя итоги этого интервью, хочется с радостью заявить, что несмотря на рост популярности Димаша, развитие его таланта и увеличение не только количества дирс, но и состава команды, которая должна его хорошо понимать, его глубочайшая внутренняя культура, чистота и воспитание не уходят, как у большинства исторически великих личностей, а только крепнет с каждым днем. Димаш – великий человек, который привнес в наш мир много радости и света. Человек, который не словами, а действиями может объединить человечество. Я с большим удовольствием буду освещать этот феномен и постараюсь сделать все возможное от себя для того, чтобы о Димаше узнало как можно больше людей. Большое спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.